Всем привет! Сегодня мы приехали поснимать для вас невероятно живописную деревушку Шато эс Вилаж. По сути, это крепость на скале у самого побережья Средиземного моря. Мы поднимемся по узким улочкам Шато на самый верх и покажем, какие оттуда открываются виды. Поехали! На входе в само шато есть небольшой рынок, где можно купить все интересные для туристов штучки. На входе множество магазинчиков с сувенирами, естественно. Такая вот кафешка. Здесь нету определенного вида, но в принципе вполне уютно. Я слышу различные языки. Я сейчас уже поняла, что могу отличать и испанский, и итальянский, естественно, французский, английский здесь очень часто слышен. Так что туристов много даже в ноябре. К слову сказать, сейчас вполне комфортная погода для путешествий. Солнышко светит где-то плюс 20 градусов. Я считаю, что это самая комфортная погода для того, чтобы полазить по таким красивым местам. Здесь располагается магазин Fragonard. Это самый известный парфюмерный магазин Франции. Слева от главных ворот начинается тропа Ницше, или по-французски «Chemin de Ницше». Это пешеходная тропа, которая соединяет расположенный у моря район Эс-Сюр-Мер с исторической частью Эс, находящейся на вершине горы. Тропа напоминает своего рода каменный лабиринт. Спускаясь, нужно быть осторожными, так как ее естественная поверхность бывает непредсказуемой. Но все эти неудобства компенсируют потрясающие виды. Подъем от моря по тропе занимает около 1,5 часов, поэтому мы решили не спускаться далеко. Именно во время прогулок по этой тропе к философу приходило вдохновение. Результатом этих прогулок стала одна из частей главного произведения Ницше «Так говорил Заратустра». Знаменитая тропа Ницше с таким вот уютным местечком и скамейкой. И посмотрите, какой отсюда открывается вид. Именно эта атмосфера и вдохновляла философа на его произведение. Сейчас можно видеть аккуратненькие статуи жирафов и других животных.
Посмотрите, это настоящие улочки средневекового замка. Вот. Много ли вы видели столь хорошо сохранившихся средневековых замков, которые находятся на скале, которые окружают стены, и внутри вот такие невероятно живописные, какие-то сказочные, буквально как будто мы сейчас находимся на декорациях к съемку фильмов каких-нибудь «Властелин колец», «Игры престолов». Это вот абсолютная атмосфера средневековья. Друзья, посмотрите, как жили раньше, вот, в те года люди. Здесь на каждом шагу туристы делают фото. Потому что невозможно не снимать подобную красоту. Посмотрите, какой колорит. И вот мы видим французский флаг. Посмотрите, как могут выглядеть таблички с названием улицы в старинном замке. Это массивные кованые крепления с большой каменной плитой. Первые поселения здесь датируются 2000 лет до нашей эры. В этом месте все время проживали люди в зависимости от эпохи, принадлежали к разным государствам. Есть и финикийцы, и древние греки, потом римляне. В более поздние времена Эс принадлежал Савойскому герцогству. Именно в эпоху правления савойских герцогов здесь было отстроено это шато. Один из ресторанчиков на узких улочках замка. Да, такое тенистое, ветвистое. За что оно держится на скале, непонятно. Антон купил билетики в экзотический сад, Жардин Экзотик.
4 евро за человека. И вот посмотрите, сегодня воскресенье, сад закрывается в 16:30. Дорогие зрители, сейчас будет именно то, ради чего в основном все идут на С. Манящая атмосфера самого шато – это одна составляющая, а вторая – это невероятные виды, которые открываются с самого верха шато. Просто завораживающие, как говорится, отпад челюсти. Гордо развивается французский флаг на фоне потрясающих видов. Нам еще сегодня очень повезло с погодой, и видно вот эту лазурную синеву моря. Такое ощущение, что это какое-то бескрайнее море. После того, как ты видишь это свысока, хочется спуститься вот на тот лайнер и поплыть. Мы находимся на самой вершине. Здесь парк экзотических растений, здесь много кактусов, а также прекрасные виды. И я не знаю, видно ли вам сейчас это или нет, но вдали виднеются горы Корсики. В этот экзотический сад привезены растения в основном из Центральной Америки. Такие растения, как кактусы, алоэ и агавы, способны накапливать в своих листьях влагу и благодаря этому переживают засушливые периоды. Садовые тропы здесь украшены скульптурами Жан-Филиппа Ричарда. Вы только взгляните, насколько гармонично они смотрятся среди растений. Смотрите, какое невероятное дерево. Вроде бы пальма, но нет, кактус. Просто фантастика. Взгляните, здесь растения будто бы забираются на гору. Этот экзотический сад имеет еще свою такую изюминку, и она заключается в том, что растения здесь будто бы располагаются на разных этажах. Вода в водопаде, судя по всему, ледяная, потому что от нее идет сильное испарение. Посмотрите, здесь оборудованная зона отдыха. Это прям шезлонги, можно прилечь и позагорать.
Таня и Наташа вандалы. Познакомьтесь. Ну как так можно, а? Пока мы разглядывали экзотические растения, мы наконец забрались на самую высокую точку. Вы себе не можете представить 429 метров. Отсюда открываются просто потрясающие виды, и это незабываемо. Вот такой вид открывается в сторону Италии, самой верхней точки Шато Эз. А вот вид в сторону Ниццы. Ближайший городочек Франш-сюр-Мер, далее полуостров Кап-Феррат, далее залив Вильфранш. Вы можете видеть паром, который сейчас в заливе. Перед вами церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в конце XVIII века. Это здание сразу видно издалека. И внешне, и внутри все желтого цвета, поэтому есть ощущение чего-то солнечного. Внутри интерьер в стиле барокко, хотя фасад классический. История этого места уходит в далекое прошлое, когда поклонялись мистической богине Исиде. Считается, что финикийцы построили в честь нее на этом месте храм. Автором проекта этого культового сооружения, возведенного по заказу герцога Савойского, был итальянский архитектор Антонио Спинелли. Прогулку по Шато Эз можно разделить на две составляющие. Сначала вы прогуляетесь по средневековому замку, ощутите атмосферу прошлого, а затем насладитесь потрясающими видами с высоты на Лазурный берег. Это 100% место, которое стоит посетить, если вы приехали как турист на Лазурку. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь обязательно на наш канал и ждите новые видео. А если вам интересны экскурсии по Провансу, переходите по ссылкам в описании видео. Бон вояж!